Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить строительную технику. И я поняла, что мне очень нравятся, например, такие брутальные машины, как этот экскаватор на базе КамАЗа. И в моей коллекции уже есть такой один экскаватор на базе Татры. А также на базе этого КамАЗа у меня есть строительная техника в виде бетономешалки. И видео о их постройке есть на канале. Итак, пошли строить эту модель. Сборка этой модели не вызвала сложностей, и единственная проблема – это характерный для АВД черный пластик, который иногда бывает с облоем и видными стыками пресс-форм, так что детали нужно обязательно и тщательно обрабатывать. Модель от АВД надо также в обязательном порядке и грунтовать, так как АБС-пластик очень непредсказуемый, и гарантии того, что краска на нем будет держаться без грунта, нет. Тут я применяю аэрозольный грунт от Звезды. Я хочу сделать у кабины характерный элемент декора – белую полосу на передней облицовке, и для этого я нанесу белый цвет спиртовыми акриловыми красками от фирмы Мачете. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А с надстройкой я поступлю хитрее. Я хочу изобразить повидавший виды грузовик, и, соответственно, для этого мне надо изобразить на нем сколы краски. И в этом видео я воспользуюсь техникой чиппинга. Вначале я окрашу экскаваторную установку в черно-коричневый цвет ржавого металла. А потом я нанесу средство для чиппинга от Амоэ из аэрографа. Тут можно обойтись и обычным лаком для волос в спрее. Разницы в эффективности этого средства и лака я не нашла. Ну а после того, как лак высох, я наношу основной слой краски. Это будет классический желтый строительный цвет. А тема строительной техники одна из самых моих любимых. В этой тематике сочетается и брутальная мощь тяжелых автомобилей, и также повседневность. Ведь такие машины мы видим каждый день на улицах наших городов и сел. Поэтому, когда появляется что-то строительное в наборах от АВД, то я просто не могу пройти мимо. Ну а в моем послужном списке уже есть несколько строительных моделей. И самая яркая, наверное, модель – это Татра «Золотая ручка». Эта машина очень похожа на ту, что сейчас я буду строить. Это также экскаватор-планировщик. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное этой харизматичной машине. А краны тоже незаменимые трудяги на стройке. Автокраны на шасси длинноносых ЗИЛ-133 вы можете встретить и в регионах России даже сейчас. И эта машина была обязательно к постройке. А видео об этом крокодиле вы также можете найти у меня на канале. Также на моем рабочем столе была целая плеяда самосвалов. И начнем с самого крутого. Это самосвал на базе КамАЗа нового поколения. И помимо узнаваемой кабины, у него очень много хромированных деталей. А также у него есть восьмиколесный собрат, который тоже будет смотреться, наверное, еще круче. Рано или поздно АВД должно выпустить его в 43-м масштабе. А в 35-м масштабе тоже можно было построить образец строительной техники. 2 года назад Звезда выпустила модель самосвала 3-го поколения. И, естественно, я не могла пройти мимо этой модели. Собственно, вот так она у меня и получилась. А еще ранее я построила очень раритетную модель самосвала 2-го КамАЗевого поколения. Сейчас такую модель практически невозможно найти в магазинах, так что вы можете посмотреть ее в готовом виде сейчас. Ну а как же обойтись без бетономешалки? У меня в детстве была похожая игрушка, такая же бетономешалка. И воспоминания из детства просто заставили меня построить вот эту модель. И время начинать обдирать краску. Я смачиваю поверхность теплой водой, беру жесткую кисточку и тоже смачиваю ее водой. И такой влажной кистью, чуть нажимая, я стираю краску. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Белая краска на облицовке высохла, и теперь перед основной окраской кабины я спрячу окрашенные места при помощи жидкой маски от Gemscale. Ну а после того, как средство для маскирования высохло, я насажу кабину на втулку от рулона туалетной бумаги и из аэрографа окрашу в нужный цвет. В этом случае кабина у меня будет желтая, только цвет будет несколько отличаться от желтого, которым я красила надстройку. За кадром я просто как пленочку сняла эту маску, и получилось в принципе неплохо, но постоянно пользоваться этой маской я не планирую. Она больше подходит для точечных работ, а не для таких больших площадей, как эта облицовка. И в авиации она точно должна пригодиться, например, для маскирования остекления, но для камуфляжа точно нет. Ну а теперь я губкой для мытья посуды нарисую хаотичные сколы коричнево-ржавым цветом. Это дополнит образ трудяги.
Экскаваторы с телескопической стрелкой или экскаваторы-планировщики, изобретенные американцами в 1940-е годы, и занимают они сравнительно небольшую долю рынка строительной техники. Обычных универсальных одноковшевых экскаваторов выпускают на порядки больше. Причем планировщиками занимаются специализированные фирмы. Техники такого типа нет ни одной ведущей машиностроительной компании. Экскаватор-планировщик, несмотря на уникальные свойства, был и остается нишевым продуктом. Кисточкой я окрашу ковш эскалатора и элементы кабины. В СССР мобильные экскаваторы на шасси автомобиля были только в ведомстве вооруженных сил. Поставщиком такой техники был единственный автозавод города Кременчуга, КРАС. Министерство обороны Советского Союза было монополистом экскаваторов, оборудованных шарнирно-сочлененным оснащением. В 60-е годы предпринимали попытки разработать и запустить в производство экскаваторы-планировщики на автомобильных и колесных шасси. В 1970-е эти попытки увенчались успехом. Несколько моделей запустили в производство, но подлинная мода на экскаваторы-планировщики пришла вместе с чехословацкими машинами ЮДС на шасси Татра. Самый сложный момент – это буквы КАМАЗ на передке кабины, и тут я рекомендую использовать полусухую кисть. Алюминиевым маркером я окрашу отражающие поверхности зеркал заднего вида. Предприятие «Подполянские строярни» города Детва было основано в 1965 году в Чехословакии для выпуска различных машин и механизмов строительного назначения. С 1969 года на нем был начат выпуск экскаваторов на автошасси Татра-138 с механическим приводом рабочих механизмов. И также я поработаю над элементами настройки. В частности, я окрашу глушитель вспомогательной силовой установки. И здесь мне пригодились крымские акриловые краски от фирмы Luxart. И это неплохая замена аналогичным краскам от ICM. Прямая телескопическая стрела с механизмом вращения ковша позволяет легко и быстро планировать откосы. Благодаря этому основному свойству экскаваторы и получили свое название «планировщик». Экскаватор-планировщик обычно монтируют на автомобильное шасси, что определило второе его основное свойство – мобильность, особо востребованную в наших просторах. Мобильность вполне компенсирует высокое расположение экскаваторной установки, по причине чего и уменьшается такой параметр, как глубина копания. Экскаватор-планировщик, например, в отличие от обычного экскаватора, может подкапываться под фундамент, под трубу, под завал, что и определило его востребованность у столпов отечественной экономики – газовиков, нефтяников и МЧС. Дополнительное удобство и скорость в работе дает система управления шасси из кабины экскаваторщика. Но для массовых земляных работ экскаватор-планировщик не очень удобен. Смывкой я усилю образ бывалой машины. Тут она выполняет две функции – выделяет рельеф и добавляет грязи. И тут я не буду аккуратно убирать излишки смывки, пусть она будет смотреться как грязевые потеки. А маслом я просто нарисую потеки грязи. Сухой кистью я придам рельефу немного объема.
финальные штрихи я ставлю на свои места зеркала заднего вида и поворотник. Пигментами я имитирую пыль на грузовике. И обратите внимание, что поверхность у меня получилась матовая, и, соответственно, пигменты отлично держатся без какого-либо закрепителя. Их даже сложно убрать, если ты попал куда-то не туда, куда планировал. И вот такой трудяшка у меня получился. И у меня уже есть такой экскаватор, только на базе Татры, а не КамАЗа. И видео о его постройке у меня также есть на канале. И примерно он получился у меня таким же грязным трудяшкой, как и этот экспонат. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки, и вы получили что-то новенькое у меня на канале. До новых встреч. Пока-пока.